Качество жизни человека с проблемами зрения определяется в значительной степени доступностью информации. Новым шагом в ее обеспечении стало тифлокомментирование – голосовое описание событий, происходящих на экране или на сцене. Уже сегодня ряд спектаклей губернского театра Сергея Безрукова сопровождает для незрячих людей рассказчик, а само понятие тифлокомментирования теперь закреплено в российском законодательстве. Принят 419 закон, который внес изменения в наше законодательство в соответствии с ратифицированной Конвенцией ООН о правах инвалидов. В соответствии, опять-таки, же с этим принятым законом используются тифлокомментарии. Очень сильно облегчает слепым доступ к необходимой для них информации и в музеях, и в театрах, и в других культурных заведениях. Создатели необычного проекта «Спектакли-невидимки» пошли еще дальше. Театральная постановка не предназначена для просмотра, ее нужно почувствовать. Обязательное условие – перед началом действия надеть на глаза черную маску. Время надевать маски вышло. Добро пожаловать на территорию невидимых спектаклей, где главный герой – это ваше воображение. Происходящее действие зрители воспринимают исключительно на слух, с помощью обоняния и тактильных ощущений, и, конечно, подключив все свое воображение. Я начинаю вытряхивать из портфеля учебники и тетради. И впихивать туда свои вещи. Все, которые попадаются мне на глаза. Все. Актриса рассказывает обо всех своих действиях на сцене. Это и есть тифлокомментарий, в данном случае непосредственно от героини спектакля. Создавая столь необычную постановку, ее авторы решали сложные, но и увлекательные задачи. Нас заинтересовала эта идея как новый жанр, в принципе, театральный, потому что такое спектакль без визуальной составляющей? Это место, где нужно просто воображать, где достаточно скорее текста, да, нежели каких-то актерских движений, где голос играет огромную роль, и поэтому, конечно, подбор у нас актеров был тоже такой очень интересный, и именно здесь нужно умение вкладываться в какие-то голосовые свои данные, и сюжет держать совсем по-другому, нежели в обычных спектаклях. В классическом театре работают декорации и свет, костюмы и реквизит, игру актеров дополняют разные визуальные образы и эффекты. В спектакле «Невидимки» им пришлось искать замену. Ты можешь для этого использовать еще другие эффекты, да, например, эффекты быстрого перемещения актеров, да, которые не ожидает зритель. Очень много нетеатральных составляющих, нетеатральных эффектов. Например, тот же самый звук вокруг, да, его в плане технологии театральной это почти никогда не используется, а у нас колонки расставлены по всему залу, да, то есть у нас звук работает, он перемещается по пространству. Кроме звука, эффект присутствия создают распыленные в зрительном зале запахи. В сцене у реки зрители ощутят настоящие брызги от прибрежных волн, заскрипят цепи привязанных к причалу лодок. Ой, я бы на твоем месте, честное слово. Да тебя только деньги интересуют, тебя и моих родителей. Смотри, что с вас взять, слабаки, и сколько нас осталось. Это после того, как мы объявили бойкот предателю. А если бы не я, то вы все бы давно сидели по домам, ясно тебе? Услышать шум дождя и прибоя, почувствовать ветер и оказаться в самой гуще событий, когда действие перенесется прямо в зрительный зал. В спектакле по повести Владимира Железникова «Чучело» есть погоня и поиск предателя, есть интриги и коварство и, конечно, романтическая любовь. На многие спектакли ходил, но там не было запахов всяких, там не было того, что там такой звук, как будто катаются на качелях. И еще представлялось, как там школа выглядит, как все это там выглядит. Ну и вообще у меня очень хорошие впечатления от этого спектакля. Мы постоянно находимся в контакте именно с незрячими детьми, и я думаю, что благодаря этому во многом мы достигли вот того уровня эффектов и воздействия, который у нас сейчас есть, потому что они же все понимают немножко через другие каналы, так сказать. И вот эти каналы мы пытались их прощупать, найти, и после наших первых проб, нашего первого детского спектакля мы поняли, что это вообще полное поле, в котором можно пахать и пахать.
Спектакль инклюзивный, задуманный как театральная постановка, полностью адаптированная для тех, кто не видит. Он вызвал интерес и у зрячих людей. Он увлекает детей и взрослых, он заставляет задуматься. Мне очень, конечно, понравилось, но я хочу сказать, что это, вы знаете, это очень сложно. Я вот сижу и думаю, вот каждый раз хочу открыть эту маску, потому что, это очень сложно. И я понимаю теперь этих людей, как это сложно. И это одна из важных целей проекта. Его уникальность еще и в том, что спектакль покажут во многих городах России. Представления пройдут не только на театральных сценах, но и в школах-интернатах для незрячих детей. А его создатели тем временем уже готовят новую постановку. Мы сейчас работаем над спектаклем, в котором будут играть незрячие люди. У нас сейчас открыта мастерская, где мы занимаемся только с незрячими. Это вот наш такой шаг был с нашего спектакля. И мы двигаемся, дети талантливые, у них есть что подарить, да, из своих талантов. И я думаю, что это будет что-то еще необычнее.